Доброго времени суток. Сначала для разминки покажу вот эту позицию. Я, наверное, поверну. Ход черных. Позиция очень простая. Я думаю, даже вот уже кто-то решил. Кто-то решил ее, но почему я ее поставил? В тренировочном процессе ставил эту позицию И никто почему-то не решил. То есть, идею я сразу моментально увидел. Я не знаю. То есть, увлечены, может, какими-то другими мыслями, идеями были. Но позиция достаточно простая. Итак, давайте смотреть. Е6, то есть, я ограничиваю сразу ход вот этот H5. Очень важный момент. Хотя, наверное, там по-другому выигрывают, наверное, другие ходы. Но вот, чтобы правильно все было. DC7. Здесь, DC3. Давайте посмотрим DC3. Все, в принципе, сводится к одной позиции HG5. И вот это выигрыш. Если DE3, то ED4 и так далее. Выиграна простенькая такая позиция. Сейчас мы посмотрим. Давайте вот эту интересную позицию посмотрим. И потом посмотрим основную позицию, которую я хочу показать. Вот эта и первая позиция встретились в тренировочном процессе, как я уже сказал. А третья уже с журнала Дамбретта будет сегодня. Смотрел, очень интересная позиция. Я думаю, что стоит вам показать вот третью. Итак, БА, естественно, ЦБ. Естественная идея, чтобы на этот ход перебиваемся вот таким образом. И давайте потихонечку смотреть. Вот на этот ход очень интересную, кстати, идею я нашел вот сейчас вот. То есть две тут интересных идеи. На GF4 очень интересная здесь мысль. Сюда и сюда. Вот видите, люблю я вот эти вторжения на шестую горизонталь. Я считаю, что вот это, можно сказать, золотой фонд шашек. Когда на шестую, либо я когда-то показывал 100 клетки. Если помните партию Вилсма, когда на восьмую горизонталь вот сюда вторглись, то есть там два хода до дамок было. То есть там вообще все весело было. То есть это 100 клетки, очень весело было. Вот такая вот позиция. Но здесь давайте CB2 мы ходим. И вот опять, конечно, FE5 элементарно проигрывает, потому что ходов-то нету здесь. Вот такая вот позиция получается. Так, давайте возвращаем. И вот на этот ход тоже посмотрите, какая идея есть у белых. Такая шикарная идея. GF и HG. И вот ходить-то некуда черным. На этот ход бьем. И назад. Вот выиграна позиция. Очень я считаю, что красивая позиция, но это не основной вариант. Это не основной вариант. ЦБ. И вот давайте покажу два основных, как я считаю, варианта. Вот такой вот ход есть. Б опять нападаем. То есть идея, конечно, та же. Совершенно та же. То есть вот эти вот идеи, мысли. CD4. И вот здесь конечно, хочется как-то пойти CD2, наверное, потом напасть. Но вот есть ход GF4. То есть грожу отдать одну, побить две. FG надо. И вот здесь важный ход, очень важный ход. АБ4. Не даем двигаться шашки D4, нападаем. Остается EF6 и угроза и FG5. FE3 и выиграна позиция. То есть, надо отдавать где-то, или не надо отдавать, или сразу DC7. Выиграна такая позиция. Далее, не рассмотрели мы еще один вариант интересный. Сюда. Кажется, CD2 и напал. Давайте посмотрим этот момент. Но ходим сюда, надо нападать. И вот здесь компенсация есть за шашку. Очень хорошая компенсация. Я думаю, что здесь ничейная позиция. Допустим, АБ6. И просто может даже назад поменяться и оставить вот эту связку. То есть один из вариантов здесь. Но вот DE3, да. Вот
Т и Т. Вот эти варианты нехорошие. А вот здесь ЖФ. То есть опять, если ходить сюда, то простенько. И ходить некуда. Видите, остается шашка. Ходить некуда. Допустим, здесь ФЕ5. Тогда сюда и сюда. Надо уходить ЖФ2. Нету вроде бы ходов. На ЕФ тоже, я думаю, что ЕД4 и так далее. Там где-то надо вовремя поменяться. Все решится просто, достаточно просто. GH2. И вот есть, конечно, вот эти варианты с ЕД4. Но вот мне больше вот этот вариант нравится. То есть ограничиваем сразу ход ЕФ6 из-за этого. Ограничиваем. Сюда и вот ДЦ3. Опять, допустим, куда-нибудь ЕД6, либо ЦД6. Ну, давайте я ЕД6 еще сделаю ход. Тогда вот эта вот идея с жертвой. Смотрите, сегодня изучили массу полезных идей. Вот так вот. Допустим, сюда и FG3. Не знаю, должна быть по идее выиграна позиция. Сюда, то есть ЖФ и вот БЦ и так далее. Ну вот такая вот идея. Так, наверное, мы все и посмотрели, в принципе. Вот ЕФ4, как я уже говорил, и должна быть выиграна во всех вариантах позиция. Далее. Как я обещал, ну вот я эти пропускаю позиции, не совсем они хорошие, здесь позиции были, не буду все-таки, я вам сегодня показывать две позиции, хотя там идеи есть, но не выиграна, не чистая позиция, будем говорить так. Покажу вот эту интересную позицию с журнала Дамбета, не помню, кто играл, и тем более на латвийском, то есть кое-какие слова я понимаю шашечной терминологии, но вот в основном понятно, что я ничего не понимаю там. HG3 было. То есть, в принципе, здесь у белых вроде бы связка, да, но вот сильно загружена эта связка, то есть не экономичная она связка. Здесь 5 шашек в связке, а связывает всего 3 шашки. И вот нехорошая позиция покуда получается у белых, но именно белые, да, вот черные и борются за выигрыш. CD4. Это я вам как вариант показываю. Было CD4. Это не основной вариант, но покажу. Здесь вот наиболее, по-моему, интересный в этом моменте. Наиболее интересная идея. И вот, ну, именно... Хотя вариант, ну, это не основной, который в партии, насколько я понял, был, но идея вот здесь вот основная. И она красивая, и я честно скажу, вот дальше я ее практически не встречал в игре. Практически, смотрите, CB6. Здесь нельзя ходить FE, потому что вот такой вот перебой получается. Она же так. А вот GF2 как раз-то проигрывает ход. И вот здесь вот идея, ради которой, собственно говоря, я затеял. Смотрите, тут всю партию. Смотрите, как красиво. ED6. Нападают ДЦ. Паузу делаю. Ну, может, кто-то увидел, может, нет. Ну, вот красиво очень. BC3. АБ. Она не то, что идея, вот как объяснить, может, многие скажут, не совсем там красиво, наверное, может, и неправильно выразился, но она незаметная очень, незаметная она идея. Это будет правильное выражение. Еще раз, видите, вот издали увидеть, издали особенно она незаметная. Может, когда подходишь ближе, и заметно, но незаметная она издали. GH, вот, ну, здесь надо GH, то есть, понятно, на вот этот вот ход будет. Идея, так, получается, на ED6
нападение будет. А вот надо именно BC3 наиболее, кажется, эффективно. И, кстати, должна, вот, черным кажется, что вот эта вот связка скажется. Потому что действительно, видите, 5 шашек связывают 3 шашки. Очень неэффективная связка, очень неэкономичная связка. Ну вот здесь вот находится интересное решение. Кстати, здесь дети моментом вот показали. Fe5. И вот так, dc7. Давайте вот этот вариант еще посмотрим. ba3 и ab6. Но выходить, вот самое интересное, что может еще в этой вот позиции все нормально у белых будет. Потому что если проводить сюда и вот сюда, получается вот это еще отдача есть. То есть, так. Ну, наверное, вот CD4 какой-то как-то эффективно. Потому что если что-то не предпринимать здесь на фланге, понятно, что ходить сюда нельзя. Из-за этого. Не знаю, вот еще давайте посмотрим. Ну, отдачу, да, отдачу, то я, получается, сюда хожу. Там непонятно, что делать. Надо, конечно, FE, других вариантов нет. Ну, давайте я покажу быстро, может. Не буду говорить. Ну, видите, ходов-то, собственно говоря, нету. И поэтому FE единственное. Ну, вот, наверное, вот этот тот вариант. Надо было ходить, использовать этот вариант. Но здесь вот указывает AB6. И вот давайте будем смотреть. Так, AB6. Напали. Видите, опять напали. Пропускают свободно в дамки, но это только кажется, что пропускают. И AB2. Но основной вариант сейчас я покажу, что там, кстати, указано это в журнале все. Видите? То есть хотим, в принципе, может, отдача сразу то не работает, но есть вот эти различные отдачи. То есть BA7, и вот здесь вот как раз-то выиграна позиция. GH, ну и так далее. Тут много вариантов. То есть ставить нельзя, потому что вот это вот будет идея. Ну вот на сегодня, собственно говоря, и все. Играйте в шашки, больше думайте своей головой, анализируйте. И жду от вас, конечно, комментарии какие-то. Возможно, что вот что-то я упустил. И до новых встреч.